Всем привет, это Сергей Табачников, и в эфире свежий выпуск народной передачи «Надел». Я только что вернулся с югов, с фестиваля под названием «Юрок». И точно скажу, что передаю привет двум лучшим элементам. Это, сука, бассейн с хлорочкой и коньяк разливной таганрожский за 63 рубля. Я не знаю, как они его делают и из чего, но он просто прекрасен. Итак, Надел, продол, с ним тык-тык. Итак, сегодня я люблю тыкать в Digitech вами эту забавную красненькую штучку. Совсем недавно, 10, 14, 42 дня назад, мне пришла 5-я версия этой прекрасной красной хреновины. Здесь мы видим ровно 4-ю версию и 5-ю версию. Чем они отличаются? Практически ничем, за исключением ультрамодного тумблера. На 5-й версии классик мод и полифонический режим. Классик мод это полностью 4-я версия. И полифонический режим это ультрамодное, то, что уже было когда-то сделано Бомбер Морфей. Давайте попробуем. Все как обычно. Казалось бы, никаких отличий нет, но мы еще не дошли до созвучий из 1, 2 и 3 более чем нот. Сделаем так называемый полудроп, полутюн. На 4-й версии это будет выглядеть вот так. Она начинает немножечко теряться. В то время как на 5-й версии все происходит очень даже интересно. Интервалы на 5-й версии расширены, то есть их гораздо больше. Я могу сделать с легкостью дропатюн. Точно зная, что мне не нужно искать эту ноту на тюнере, я включил дропатюн на -4 и делаю свободные движения. Все остальное вы, в принципе, найдете где-то там в обзорах на ютубе. Лично я предпочитаю битву утюга и холодильника, поэтому я сделаю следующее. На 4-й версии я поставлю октаву вверх, а на 5-й версии я поставлю октаву вниз и посмотрим, кто кого. Итак, обычный звук. Я повышаю октаву на 4-й версии и понижаю на 5-й версии. И мы должны будем получить ровно тот звук, который должен быть. А еще больше интерес я увидел, если включить 2 октавера на чистом звуке. Получается что-то совсем невероятное.
как мне не нужно 2 красных, а кому-то не нужно 5-ю, я с удовольствием кому-то продам 4-ю. Для этого нужно зайти в соответствующую группу или написать мне напрямую, или на e-mail, все что угодно. Вы найдете эти картинки с ценами, я очень быстро и очень дешево вам продам 4-ю версию. Итак, я любил тыкать в Digitec Вами 5, Вами 4, Digitec красная. Я еще могу назвать много тегов, но все это ты прочитаешь снизу видео на ютубе. Рок-н-ролл. Welcome to Triview, my friends. Сегодня у нас по программе вибрато. Вибрато бывает разным. Вибрато бывает народным, вот таким. Вот, например, вроде козлит, но в миксе незаменимо. Бывает более доступно. Вот нету формулы, да, есть только в песню, как входит бывает что-то, а бывает не входит. Вообще никак. Самое главное не борщить. Я мог бы сделать, например, вот так. Но зачем? Ведь песня медленная, поэтому и дрожать я должен медленно. Но самые нормальные пацаны делают с помощью вот этой штучки. Всем привет, это Музда. Я получил довольно много писем с видео, чтобы это... Тем не менее, все довольно банально. Не хочу включать банальщину в эту передачу, поэтому сегодня мы смотрим на совершенно великолепный трэш-хаус. Я нарезал и положил снизу ссылки. Кто хочет, посмотрите полные версии в двух частях. Просто невероятно. Зачем? Но интересно.
Итак, это были бравые парни с искрометным названием... Итак, это был двухсерийный адский сериал под названием «Мустейдж Зоне». Unbelievable. Итак, с вами доктор. К сожалению, так как мы все еще живем в 1862 году, и на днях отменили крепостное право, но, к сожалению, интернет крестьянам еще не провели, а тем более не дали веб-камеры за 282 рубля. Поэтому все еще приходят мне письма в простом письменном бумажном виде. Никто не в состоянии снять свой плед и положить на сервер, чтобы прислать мне ссылку, для того, чтобы вы же было бы интереснее смотреть вам, а не читать. Тем не менее, надеюсь, что уже в следующем тысячелетии вы сможете это осуществить. Зачитываю письмо. Здравствуйте, доктор. Это Пресный из села Дохлая Курятинка. Скажите, пожалуйста, встречались ли с использованием VST плагинов в духе Guitar Rig, Amplitude, PAV, Revolver, Overloud, TH2 и прочим? Знак вопрос. Когда это болезнь и когда это лекарство? Да и вообще, хорошо ли в музло засунуть компьютерные дилеи, ревербы, так написано, и прочие аффекты? Это хорошо. Это неплохо. Это нормально. Из всего того, что было озвучено, я попробовал все, потому что мне всегда все интересно. И PAV Revolver вырывается в явный лидер, потому что и эмуляция самих усилителей, и эмуляция кабинетов очень хорошие. Эффекты тоже прекрасные. Конечно, там есть месобуги, полная дрянь. PAV на то и PAV, чтобы делать PAV. Поэтому все усилители PAV, что там эмулированы, дают настоящий true почти что PAV. Сколько раз я сказал слово PAV? 1000 чертей. Лично я добился максимально правдоподобного эффекта, используя PAV Revolver и подключая к нему импульсы Recombinant 2.0. Именно, блядь, 2.0, потому что они самые обширные и натуральные. Можно сделать практически все, что угодно. Вопрос использования дилеев, реверов и все это в постпродакшене сложный вопрос, очень сложный, потому что с одной стороны, когда ты создаешь песню, точно не знаешь, какой именно размер дилея и так далее, гладенько и аккуратненько ляжет в микс. То же самое к остальным эффектам. С другой стороны, качество все равно будет ниже, используя эту компьютерную дрянь. Поэтому нужно использовать опыт, растить его, наращивать, как жир из Макдональдса, для того, чтобы точно знать, какой точный эффект и с каким эмаунтом нужно запилить в песню, чтобы в общем миксе все зазвучало. Поэтому первые 72 тысячи попыток нужно обязательно сделать с использованием компьютерных технологий, потому что можно в реальном времени крутить, подмешивать, изменять и делать какие-то выводы. В общем, использование компьютерных технологий не хорошо и не плохо, это 21 век. Welcome! А, этот пацан-то из Megadeth, гитарист, который со странным медиатором на большом пальце. Что, вы не смотрели на ютубе этот ролик, где он показывает за сценой, через что он играет? У него процессор какой-то непонятный совершенно. И у него абсолютно все эмулированное. Вообще вопрос процессоров довольно сложный в наше время, потому что куда ни глянь, у каждого в реке стоит Axo X2, я имею в виду крутых парней. Есть эндорсмент, понаставили там кучу стеков, еков, но сзади в маленьком реке всегда стоит Axo X2. И понять по-настоящему, используют они его, или он там тоже для каких-то бэкап целей, невозможно. Но так или иначе. Снимайте видео, друзья. Мне очень трудно даются буквы, я очень плохо читаю. Доктор ждет. С вами был Сергей Табачников и передача «Надел, надел, штаны не надел».
жарко. Встретимся через четверг. Да.